Мне в прошлый раз задавали вопрос по поводу, как я начал блогерство, были какие причины со всем этим заняться. И я подумал сегодня, что я говорил, что люблю друзей, но еще есть главная причина, большая, чем люблю друзей, в том, что я люблю жизнь. И мне кажется, что если мы дружно поднавалимся, если мы будем искренни в своем творчестве, в том, что мы делаем каждый день, как мы общаемся друг с другом, с другими людьми вообще, близкими, не близкими, вообще с другими. И сильно хорошо, если мы будем создавать художественные произведения, которые смогут других людей как-то остановить в их привычном ходе рассуждений, мыслей. Абсолютно утопическая идея. Но мы себя в этом смысле, спасем, что ли. Фраза такая высокопарная, пафосная. Но в этой фразе, мне кажется, есть большой смысл. Потому что если мы сами изменяемся, то по умолчанию так происходит в жизни. К нам притягивается подобное. Люди, события. То есть начинают происходить удивительные, чудесные вещи. Проверено. Так что главная цель искусства, и почему я этим занялся, я почувствовал, что я изменяюсь, когда пишу картины, и рассказывая вам, и страстное желание у меня есть помогать тем, кто действительно хочет хорошо писать, выйти на новый уровень. Это мое желание, такое глубинное. Вся эта история позволит каждому нашему цветку расцвести, каждому бутону раскрыться. И пусть их будет больше. За моей спиной дача Константина Коровина. Здесь он написал довольно-таки много серьезных, великих произведений. И смотрите, какая интересная история. Картины Коровина ведь не для многих являются авторитетными, сильными. Огромное количество людей проходит мимо, считает их мазнёй. О чем это говорит? Что человек создает картину, зритель создает картину. Без зрителя она не существует, как бы. Собака все равно, что, я не знаю, кошка посмотрит на картину, она ничего не увидит, просто пятна. Так и зритель не подготовленный видит просто пятна. Тем более, некоторые из них могут его просто раздражать. Представляете, в этой ключевой фразе, что человек создает картину, содержится нечто, что перестает нас беспокоить, когда наше произведение кому-то не нравится. Он его создает, глядя на ваше произведение. Каждый человек. Вы перестаете нервничать. Не нравится. Крутит у виска, нет проблем. Это просто уровень. Как будто кошка подошла. Вы понимаете, что там ребенок, например, ползает, какает, например, на пол. Вы же не будете обижаться на него за это. Уровень развития такого зрителя, как ребенка. Пока что он может только смотреть, улыбаться, какать, злиться, кричать. Все. Да ладно. Об этом мы еще как-нибудь поговорим. Если есть вопросы на эту тему, пишите. Василий ДМБ когда-то брал уроки у Ричарда Шмидта. И он особое внимание обращал на различные методы списывания границ между пятнами. Говорил, что это важно для целостности изображения, передачи света, объема и пространства, а также для управления вниманием зрителя и выявления главного. С тех пор начал замечать, что резких границ между пятнами, также фоном, у профессиональных художников нет. А у любителей сплошь в основном резкие границы. Бывает и у профессионалов резкие границы. Главное, что профессионал умеет управлять ими сознательно. Я вас правильно понял, что разбросом цвета по холсту
можно решить проблему списания краев и касаний с другим цветом пятном, разбросом цвета по холсту. Или что-то я не понял, что вы имели в виду. Ну вот красное, синее. Чтобы списать, нужно взять красную и немного, здесь по краю где-то пройтись по синему. Я вот это имел в виду, что в синем пусть где-то включен красный. Не обязательно по краю, кстати. Может, где-то еще. Но главное, что это объединяет общий ритм. Или синим залезть в красное тоже чуть-чуть. Вот как-то так. Делайте, экспериментируйте. Это интереснее, чем просто говорите об этом. Вы сами увидите и почувствуете, где и когда, уместно или неуместно. Вы это решаете, вы создаете. Если в голове есть принцип объединения, то этим цветом можно залезть сюда, туда и так далее. И также соседними цветами залезть сюда. То есть объединить. Пробуйте. Как-то у художника услышал, что современный художник, который не показывает свои работы через соцсети и не ведет какой-нибудь канал, где выкладывает свои работы, должен гореть в аду. То есть рядом, например, был бы сейчас Рембрандт, да? Он понятия не имеет, что такое компьютер. В ад его, да? А вы, конечно, тот, кто написал этот, тот художник, который сказал, он, конечно, будет в раю, естественно. Как же он? Он же выкладывает работы в соцсети. А Рембрандт, Микеланджело, Боттичелли, они компьютеры не знают, им, конечно же, в аду гореть. Логика железная. Если человек не такой, как я, значит, ему не место вообще в обществе. Только на сковородках. Рядом со сковородками горящими. Юрий Капранов. Можно ли считать, что первая ступень в освоении техники живописи по вашим мастер-классам пройдена, если кисточки, как и у вас, стали распушенными в разные стороны? Конечно, это главный принцип, главный сигнал. Во-первых, о том, что вы много работаете, они же распушились. А во-втором, распушенные кисточки дают эффект случайности. То есть вы зачерпываете больше краски, накладываете так, чтобы она куда-то залетала. Туда, куда не надо, якобы. А потом смотрите, так это же как раз вот эта случайность может оказаться самой главной случайностью, которая приведет потом к закономерности, то есть к найденному стилю, где все будет состоять из случайностей. Но организованных случайностей. Даже живопись фэшна называют организованный, как-то правильный хаос, что ли. Организованный хаос. Представляете? Хаос организованный. Как-то так. Зензип, помню, Бато на мастер-классе говорил, что в разбавителях без запаха используются какие-то присадки. Такая у него мысль. Странная. Он мне тоже говорил. Которые вредны для организма. Но у него аллергия на эти всякие запахи. Он думает, что присадки, какие-то виноваты. Вы с ним этот вопрос не обсуждали разве? Обсуждали. Кстати, вот здесь он говорил об этом. Я помню вот это место. Мы писали гору, вот эту подзорку, скалу. И как раз здесь он говорил. Странные события такие. Совместилось все. Я не берусь утверждать, химики, если кто-то гонит, например, керосин чистый, из самогонки, наверняка быстрее определят. Вот чистый, я не знаю, денатурат, который синюшники пьют, вот он как вообще по сравнению с самогонкой? Мне кажется, просто многослойная, многоярусная перегонка очищает этот керосин от запаха. Только и всего. Вряд ли кто-то там будет на дорогие присадки, какие-то исследования проводить, что-то там делать. Просто перегнать несколько раз и все. И подороже продать. Нет, я не согласен с Бато в этом смысле. Но может у него какие-то сведения, хотя я его спросил, какие источники, откуда ты это знаешь? Он ничего не мог ответить. Елена Мурова. Привет, давно не общались. Вопрос по существу художницы. Привет. Кисти в растворе, но все равно очень твердые. Дайте, пожалуйста, совет профессионала. Как мыть
и хранить кисточки. Спасибо, Елена. Даже стала из-за этой проблемы писать мастихи нам. О, нравится очень. Так вот и хорошо. Видите, ведь не бывает просто так. Кисточки стали твердыми. Зато вы открыли мастихин. Ну, это же замечательно. Представляете, одна дверь закрылась, другая открылась. Вы не поверите, Елена Мурова, я кисточки не мою. Я кладу их, вот так вот, в судно такое, в котором налита вода и порошок, либо какой-то вот ваниш какой-то. Он и микробы убивает. Который для стирки. Разболтать в порошок. И кладу, все, пописал и положил. Вытащил в салфетку ее и пишу дальше. Все, зачем утруждать себя? И кисточкам лучше, потому что ты их не треплешь, они больше служить будут. Раньше я клал в масло, даже в подсолнечное. Хорошо было, но потом это масло густело, мне это не понравилось. А вот кисточки в воду с порошком элегантно и очень удобно. В палитру такую раскладную у меня есть вставочка. Из оргстекла такого бело-серого. Я ее вынимаю, краски там на ней остаются, и тоже в судно. Такую купил ванночку, куда она залезает. Бум, бултых ее с водой. Вынимаешь, стряхнул, немножко подсушил и пишешь. Кто-то посоветовал, да не морочьтесь, сделайте это самое. Откачку воздуха, пакеты такие. Я купил откачку воздуха, пакеты. Он, во-первых, недолго держит. Потом раз, воздух все равно туда проникает. Вакуум, чтобы создавался. И это гораздо, устройство, которое откачивает такой, двигатель. Такой моторчик на Валбересе. Да, это долго стоять, ждать, пока он минуты 3, наверное, будет откачивать, объем все-таки большой. Так что в воду бултых сразу. И мне так проще, но идеи разные бывают. Друзья, еще раз напомню, что 2 числа марта мы пишем единственный день класса в Санкт-Петербурге. Пишем и в студии «Натюрморт», и на террасе пишем Неву, вот это все пространство удивительное. Так что заказывайте места, еще есть. Спасибо вам, что вы были со мной. Пойду монтировать материал. А вам пока. До встречи.